Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи! Ну что, как говорится, хотелось бы выпендриваться поменьше, но сейчас нет такой возможности. И надеюсь, она никогда не появится. Потому что что? Потому что я красивый, практически молодой, относительно богатый. И на этом все. Но это не так уж и мало. Для того, чтобы найти спутницу, хотя бы на очень короткий, как мой, ну неважно, на очень короткий промежуток времени, вот, хотя бы на 3-15 минут, час и хватит, вот, мне нужно быть в какой плюс-минус форме, да, ну и обладать какими-то все-таки вот наработочками, которые будут как бабий магнитик. Очень хочется верить, что такие наработочки есть. Если, кстати, вы не согласны, можете черкануть что-нибудь обидное мне вниз в комментарии, или наоборот позитивное, на что у кого хватает, так скажем, финансов, времени, возможностей и словарного запаса. А я, пожалуй, сегодня предамся романтизму на свиданке очередной. Да-да, это бесконечная история в поиске удовольствия, эмоций и просто человеческого счастья. Жду мою красавицу, мою прелестницу. Ну и что? Ну и делайте ваши ставки, господа. Случится это сегодня! Или как всегда. Ждем. Привет. Привет, заходи. Как ты быстро меня нашла. Машинка выделяется, наверное. Ну да, мне очень понравилось. Да, ты что, привет. Привет. Как ты? Да хорошо. Как тебе? Какие погоды нынче стоят в Питере? Ой, я надеюсь, что так они дальше продержатся. А то я уже думала, может быть, путевку присматривать куда-нибудь, теплые края, там, Таиланд, может быть, или Дубай. Вот как ты относишься к теплым краям? Ну, я как отношусь? Позитивно. Странно будет найти в северной столице, где 9 месяцев в году не пойми, что за погода, человек, который скажет: солнце? Нет, это не мое. Вот грязь, мрак, дожди, холод — это прям моя фишка. Не-не-не, я тоже, конечно, люблю теплые края, и я с тобой, на самом деле, полностью в этом плане солидарен. Да, жить бы там зимой, допустим, а тут просто появляться летом, когда тепло. Так, ну, и как ты думаешь, мы смогли бы это делать? Мы с тобой, например. Ну, заглянуть, если в будущее. Ну, почему бы Как нет? считаешь, я потянул бы? Ну, наверное. Кстати, чем ты занимаешься? Я так и не поняла просто. Ну, у меня есть некоторые какие-то бизнес-темы, которые работают, немножко волокут, так скажем, вперед. И есть на хлебушек, на масло и иногда даже на икру. Ну, то есть, скажем так, я не бедствую. Вот. Ну, я надеюсь, что я и выгляжу так, что не бедствую, да? Или что? Или Ну, сомнения? да, вполне себе, вполне отлично. себе. А какой вот конкретно бизнес, чем конкретно? Слушай, ну, у меня, например, есть таксопарк. Это интересно. Да. Ну, например, как пример. Много там машин? Это коммерческая тайна. Ну, хватает. Слушай, ну хорошо. Ну, ты молодец, что интересуешься. Вот прям сходу мне. Давай ты тоже тогда скажешь, а вот чем ты занимаешься, может быть? У тебя есть что-то такое? Ну, я любимое, люблю сериалы смотреть. Вот, например, «Жизнь по вызову», 3-й сезон недавно посмотрела. «Жизнь по вызову»? Да, «Содержанки» еще. «Содержанки» еще. Ну да, интересный, стильный сериал. Я считаю, что наши сейчас хорошо снимают. «Жизнь по вызову» и «Содержанки». Да. Ну что, хорошие сериалы, и названия тоже симпатичные. Ну хорошо, допустим, у нас получается что-то с тобой, да, мы вот как-то заинтересовались друг в дружке, и у нас прям так все. А как ты выглядишь, господи, как ты видишь нашу вот какую-то совместную жизнь? Ну какая вот модель бы тебе бы подошла? То есть это какие-то, я не знаю, там, брак, дети, или наоборот какие-то веселухи, тусовки или что-то. Ну, то есть как ты видишь вообще вот дальнейшее наше существование? Вместе мы живем, отдельно встречаемся? Ну, я думаю, что мы будем жить вместе. Вот у меня от бабушки досталось
осталась двухкомнатная квартира в центре с видом на Исаакиевский. Да что ты говоришь? Да, так что... Хорошая бабушка, это как лотерейный Потрясающе. билет. Да, от тебя ничего не зависит, но если этот билет выигрышный, то просто, ну я поздравляю тебя. Про бизнес также можно сказать, Да, тоже можно выиграть. нет, детка, извини, но бизнес — это история исключительно про, ну, во-первых, про удачу, а во-вторых, про упорный труд. А я не думаю, что вариант с бабушкой там был какой-то упорный труд у тебя. Ты что, вымаливала квартиру на коленях у бабушки? Я Нет, думаю, просто что, она меня очень любила. Я Так, хотела, ты- чтобы у меня было все самое лучшее. Так это безусловная любовь. Она тебе отдала все, даже почку, понимаешь? А мне никто бизнес не отдал. Я не ходил по бизнесменам и не говорил там: вы меня любите? Они говорят: да, Женек, мы тебя любим. Дайте бизнес. Они поржали бы очень сильно. Поэтому здесь... Не, ну хорошо, у тебя есть квартира. А дальше что в итоге? Ну, мы переезжаем ко мне и можем тусить, ходить по кафешкам, куда-нибудь съездить. Как тебе такой расклад? Ничего себе, а что за коммунизм-то в плане... Ну, то есть, а что от меня потребуется? Просто жить и красиво выглядеть или что? Ну, да, почему нет? Это все? Ну, еще, конечно, там в финансовом плане. Ага, ну, обеспечивать. продолжай. То есть за всю хурму платить буду я, а ты предоставляешь жилплощадь, правильно? я Ну понимаю? да, ну я смогу, конечно, и за коммуналку заплатить, если что, а коммуналку все остальное, то... Ага, понятно. А что мы будем делать? Ну так, вот что, какое у нас вот времяпрепровождение будет? Ну, у меня много друзей. Ну, чтобы я бюджет мог подсчитать в голове хотя бы У примерно. меня много друзей, можно ходить к ним в гости на тусовки, они Так. очень часто их устраивают. Вот. Иногда это бывает и где-то недалеко, да, от моей квартиры, а иногда мы выезжаем куда-то за город, вот там у всех дома с бассейном, вот, можно там потусить, вот, ну, естественно, ходить там в кафешки, в театры, там музеи, музеев у нас с театрами очень Рестораны, много. ночные клубы, да? Ну, почему нет? Поездки, вот ты говоришь, любишь Дубай, там Таиланд, Да, надо будет тоже да. вписаться, да, в эту историю? Ты знаешь, очень на самом деле все замечательно. Вот я понимаю тебя как мужчина, да, и как человек вообще, это все удивительно. Но я вот немного, ты знаешь, озадачен чуть-чуть капельку. А погоди, а сейчас ты чем хочешь заняться? На данный момент? Ну да, вот что мы сейчас по свиданию с тобой? Ну, можно куда-нибудь сходить, погулять, в кафешку зайти. Вот, ну, погода сегодня потрясающая. Да. А потом можно сразу переехать ко мне. Ничего себе, серьезно? Ну, почему нет? Вообще Зачем терять ничего. время зря? Вот и я так думаю. Слушай, ты знаешь, у меня все неплохо с математикой, ну и так как я занимаюсь бизнесом, я тоже могу делать какую-то аналитику, особенно просчеты на какое-то время вперед. Вот то, что ты наговорила про поездки, там, тусовки и все остальное, это, ну, скажем так, мне дешевле в центре снять двушку за 100, хрен с ним, даже за 150 тысяч, офигенную. И я туда буду приводить очень бюджетно, да, и упражняться с ней, ну, скажем так, йогой. Понимаешь, мне это будет дешевле, вот, в разы, чем я перееду к тебе, и у тебя в центре я буду платить в 10 раз, вот так мне на слух просто кажется, в 10 раз больше, чем я бы арендовал квартиру. То есть, ты понимаешь, о чем я, да? То есть у нас получается неравноценный обмен какой-то, сделка. То есть ты предоставляешь жилплощадь, а за все плачу я. Но это овер большие бабки, я тебе могу сказать. И я не очень уверен, что мне оно как-то это все близко к телу, понимаешь? Ну, я не считаю, что это Чего? что-то такое, потому что Так. равноценный вполне себе обмен. А почему ты так считаешь? Ну, как? Ты попробуй еще найти где-нибудь квартиру в центре города с Исаакиевским. Ты точно не за 100 тысяч снимешь? Точно? её? Узнавала? Конечно. Слушай, ну, так, ладно. Да что ты вообще ломаешься? Я не понимаю. У тебя же много денег, сразу видно. Так. Можешь позволить себе... Ну, миллион туда, миллион сюда, Ну да? да, почему нет? Да, действительно, почему нет? Да. Слушай, ну, ты знаешь, я бы, может быть, скажем, и обладая меньшим опытом, я бы, наверное, согласился. Но так как все-таки есть кое-какой прожитый путь, и мне кажется, что все-таки я, наверное, пасану. Ну, то есть,
скорее нет. Я прям чувствую, не пойдет у нас с тобой романтизм дальше этого автомобиля. Ну, к сожалению. То есть я тебе не нравлюсь, да? Мог бы сразу сказать об этом. Мне не нравится позиция, которая вот меня в будущем ожидает. А позиция такая: я буду стоять в позе речного жителя, а меня будут, ну, неважно, пользоваться мной будут. Видишь, у меня слюни потекли. Подумай, как тобой будут пользоваться. Ты многое теряешь, знаешь ли. И квартиру в центре, и меня. Да, ну извини меня. Давай тогда просто на этом этапе мы будем расставаться, чтобы не морочить друг другу дальше голову. Хорошо? Ну и до свидания. Ну и пока. Да, друзья. Друзья. А могло бы быть у меня еще больше друзей, да? Гораздо больше. Если бы я познакомился с ее друзьями, с их тусовок. А я знаю, что это за тусовки. Сам по молодости в них был. Сейчас я уже такие тусовки не вывезу. Здоровьем слабоват. А денег это все будет стоить овер до хрена. За что? За квартиру, где пахнет бабушкой? Пускай даже и в центре. Я, наверное, все-таки нет. Не, я, конечно, друзья мои, рад за тех людей, у кого в наследство достаются шикарные объекты недвижимости, но тем, кому они падают, ну, давайте себя вести чуть поскромнее, да. Ну, во-первых, не нужно об этом всем сообщать, вот, вокруг. Во-вторых, ну, попробуйте в этой жизни сделать хоть что-нибудь сами. Бабульки заработать какие-то, да, где-то продвинуться как-то, я не знаю, самореализоваться и тому подобное. Ну, я понимаю, есть везение, но не нужно за это везение держаться как за спасательный круг. Хорошо, когда он есть, пусть будет, но вы и сами двигаетесь, дамы, вас тоже касается. Ну, не надо уж прямо так сильно смотреть сериалы «Жизнь по вызову» и «Содержанки». Посмотрите хотя бы, я не знаю, «Вечный зов», 17 мгновений весны и тому подобное. Какие-то другие фильмы, не про лакшери, халявную жизнь. Лады? Это мой сегодняшний вам вайб, посыл и так далее. Ну, не знаю. Вы сейчас скажете: Женек, сводил бы девочку в центр, угостил кофе и уже бы жил у нее. Действительно, ведь можно было и так сделать. Вот я дебил. Да ладно, шучу, ни хрена бы я не пошел. Ну, не хочу я, я не люблю. Ну что так, что все вот это вот ты мне, я тебе, бабки направо, бабки налево. А где же вы, бескорыстные подруги моей юности? Ведь у меня же это было, когда у меня ничего не было. Правда, я был помоложе на 25 лет. Понятно. Ну, хорошо, есть желающие на старых пердунов? Пишите в комментарии. И, возможно, это наша судьба. И мы с вами увидимся, встретимся. И я угощу вас кофем за 150 рублей. Пишите. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.